Мужчины, здравствуйте! С вами Алла. Сегодня будет тема необычная немножко. Посмотрим сегодня, какая женщина готова бороться за ваши отношения. Такую тему мы еще не брали, потому сегодня ее рассмотрим. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь на мой канал, ставьте этому видео лайк. И давайте начинаем с сигнификатора. О ком сегодня пойдет речь. Так, какая на сегодня женщина будет в раскладе. Так, и открывает у нас аркан Император. По характеру здесь женщина с мужским характером однозначно. Здесь женщина, которая, может быть, у кого-то отыграется по знаку зодиака стихия огня. Это Овны, Львы, Стрельцы. Если же не попадет в знак зодиака, то здесь вы просто будете понимать, что женщина с ярко выраженными мужскими характеристиками. То есть у кого-то может отыграться, что вы вдвоем такие вот два инициативных, энергичных человека. У кого-то отыграется, что вы более мягче, более спокойней, более хладнокровней. Эта женщина, она может быть вот как бульдозер. То есть в том плане, что если, например, вы ругаетесь и вы готовы, скажем, сгладить острые углы, то она нет. То есть она тут будет добивать до конца, разрушать отношения. Да, кстати, к сожалению, но здесь разрушительный характер у человека. Очень здесь барышня высокомерная. Такая достаточно эгоистичная, любительница покомандовать. Такой Наполеон в юбке здесь у нас в характеристиках вышел. Женщина здесь может быть очень агрессивная у кого-то, может быть очень такой, как это назвать, давящий. Давящий в том плане, что такая деспотичная может быть женщина. Выражаться это может быть в чем угодно. Например, когда вы поссоритесь, то она может принципиально молчать, или она может принципиально отстаивать какую-то свою позицию. Если выбирать на чаше весов ее какая-то жесткая позиция или ваши отношения, как правило, вы могли замечать, что эта женщина, она всегда выбирала свою жесткую позицию. Потом повторюсь. Сегодня пойдет речь о женщине с стальными помидорами. А как ты выглядишь вообще? Есть какая-то характеристика тебя? Слушайте, а тут человек выглядит совершенно по-другому. Вот в чем прикол. Интересно. Здесь женщина может вообще быть не похожей на то, кем она является на самом деле. Здесь, кстати, может быть женщина достаточно милая, визуально, достаточно такая, знаете, кокетливая, достаточно приятная. Но за вот этим вот, не могу сказать, что прям кукольный какой-то персонаж, нет. Но она здесь может быть достаточно приятная. В общении, пока ее, как говорится, не тронешь, она достаточно приятный человек. Но те люди, которые в окружении к ней имеют отношение близко, они ее могут как раз называть как абьюзер, какой-то тиран, жесткий человек, очень такой прямолинейный может быть, может вообще говорить очень неприятно жесткие вещи, которые, можно было бы как-то их подкорректировать и как-то смягчить, но нет, она будет всегда говорить очень жестко, прямо в лоб. Но повторюсь, это больше для тех людей, с которыми она состоит в близких отношениях. То есть для окружающих людей, в принципе, ее больше знают как приятную, милую женщину. Вот такой у нас сегодня персонаж будет в общем раскладе. Так, теперь мы смотрим, что у вас на сейчас в отношениях. У вас тут битва титанов на сейчас. Вот тут, видимо, тоже ой-ой-ой. И тут сейчас у вас, видимо, какая-то ситуация, когда ничего не понятно, но очень интересно. И здесь такое ощущение, что никто на самом деле не хочет мириться. Здесь такое ощущение, что и вы, и она, вы оба стали в позу, и как будто вам даже нравится вот эта игра, какая-то садомазохистическая игра, потому что
женщине вот нравится в этой позиции находиться, хотя она может говорить, конечно, совершенно другие вещи, что я хочу с тобой помириться, но ей нравится вот эта позиция такой войнушки между вами, да, и вы тут тоже можете стать в позу и тоже воевать. Хотя давайте спросим, а что это даст? Ну да, вот тут тоже жесткий. Вы тут вдвоем очень похожи. Угу. Вот тут оба такие вспыльчивые, достаточно агрессивные, если вас довести. Вы, видимо, тут какое-то время уступали, потом вам надоело уступать, и вы тоже здесь проявили свой какой-то такой достаточно жесткий характер. И, видимо, знаете, я бы сказала так, что сегодняшний расклад подойдет для тех мужчин, которые не понимают, как найти подход к этой женщине, потому что, в принципе, карты говорят, что между вами чувства есть. Между вами есть желание быть вместе. В этих отношениях заложен, в принципе, хороший фундамент. То есть, видимо, вы тут вдвоем вкладывались в эти отношения и эмоционально, и сердечно. Для вас, для двоих, в принципе, эти отношения были важны. Здесь знаете, что может быть? Здесь может быть такое, что кто-то из вас попер в плане социального карьерного роста, скорее всего, женщина. И женщина за счет своего социального роста, карьерного, она либо стала или больше вас зарабатывать, или она вращается в каких-то кругах, в которых вы не общаетесь. Или у нее есть какие-то привилегии, ну, может быть, она там какой-то значимый специалист в своей сфере, или там ее знают в вашем городе или в вашем поселке, например. То есть здесь есть какое-то преимущество у нее. Она об этом знает, вы об этом знаете. И она очень частенько могла как раз вот в эти игрушки играться, вот в эту свою значимость. И на фоне вот этой значимости вы как раз вдвоем могли все время ругаться. У меня такое впечатление вот по общему раскладу, что чем более эта женщина становилась успешной, тем хуже становились ваши отношения. Да, вот все-таки я назову это так. Что расклад сегодня будет резонировать только с теми мужчинами, вот у которых похожая ситуация, как я описала. Что изначально эти отношения не были очень хорошие, они были очень такие милые, сердечные. Вы тут вот были как пара, у которой, ну, действительно, вот вы могли дышать в унисон. И, по сути, знаете, есть хорошая фраза, что деньги, они на самом деле не портят человека, они просто показывают, какой человек есть изначально. То есть они как бы достают на поверхность его негативное качество характера. Но вот здесь такое вот ощущение, что пока эта женщина либо там в карьерном росте не преуспела, или пока она там вот не зарабатывала ту сумму денег, ну, то есть что-то тут поменялось. Может быть, опять же, расклад общий, поэтому у кого-то это может быть, вот там, не знаю, в ЖЭКе повысили до начальника. Раньше она была там каким-то рядовым сотрудником. У кого-то это может быть целая корпорация, и она управляет какую-то, имеет такую хорошую должность, очень уважаемую должность и хорошо зарабатывает. В общем, у вас вот тут могли начаться проблемы, потому что тут у вас как включилось двое мужчин. То есть где-то вы тут потеряли вот это вот состояние, я мужчина, ты женщина. То есть как-то у вас вот тут нарушилась вот эта энергетическая взаимосвязь, и в вашей семье как-то стало двое мужчин. Она и вы. Так, хорошо. За что же ты готова бороться? То есть на сейчас что в ваших отношениях? Ну вот смотрите, все-таки тут и есть вот это перетягивание каната. Вот оно, сколько я его не достаю, информацию из общего расклада. Здесь очень много перетягивания каната. Что это значит? Все равно вот такое ощущение, что, знаете, я тебя люблю, но все равно я лучше тебя. Тут вот как-то так. И вот на этом фоне как бы вот все ваши раздоры. А зачем тебе это надо? Вот зачем ты соперничаешь? А тут это из прошлых отношений идет. Значит, смотрите, у кого-то это отыграется из прошлых отношений,
То есть с другим мужчиной мог мужчина ее как-то унижать, оскорблять, что, например, там ты там не закончила институт, или ты там не зарабатываешь, или ты там никто, там вот в таком формате. И в ваших отношениях вот она этого достигла. И почему-то, вот знаете, как откатилась назад вот в тот триггер болезненный. У кого-то может отыграться, что это семейная проблема. То есть отец так относился к матери, что она ему все время что-то доказывала. И она перенесла вот эту вот родительскую модель на свои отношения. Ты хочешь расстаться? Нет. Расставаться она не хочет, но здесь очень много к вам претензий. В чем твои претензии? Ну, ей кажется, что вы тут притесняете. Смотрите, ей кажется, что вот вы тут с ней боретесь. Ей кажется, что вы не даете пространства для роста, что вы все время пытаетесь ей что-то там, не знаю, приказывать, указывать, как-то подавлять ее. Это правда? Ну, у большинства это будет неправда. Здесь у большинства может отыгрываться, что вы просто интересуетесь ее жизнью, либо вы там заботитесь о ней, какие-то советы, например, даете, либо просто вот вы ее настолько любите, что вы частенько ей звоните, пишете, там что-то советуете, а она это может воспринимать, что у вас слишком много, и что вы пытаетесь ей руководить, указывать, навязывать ей что-то свое. Но как бы вот здесь, да, вот эта претензия к вам. Хорошо, за что ты собираешься бороться? Ну, за то, чтобы вы уважали какие-то ее личные границы. Ей кажется, что вы нарушаете ее личные границы. Здесь вот это есть. Может быть, вы ей что-то навязываете, там, с этой дружи, с этой не дружи. Может быть, это не так, что вот прям вы приказываете или там навязываете. Может быть, когда даете какие-то советы, она это воспринимает в штыки. Знаете, я бы здесь больше сказала, что здесь женщина понимает проблему ваших отношений, и она готова здесь работать. То есть она все-таки хочет вас слышать, она хочет с вами говорить о том, чтобы вы ее слышали. И здесь все-таки женщина, несмотря вот на вот эти ваши внутрисемейные проблемы, здесь проблема двух личностей, вот я так назову. Вот несмотря на это, женщина здесь умная. То есть она это понимает. Она не хочет из-за этого терять с вами отношения. Она признает свой эгоизм, признает ваш эгоизм. И здесь она готова не в буквальном смысле бороться за ваши отношения, а скорее в переносном смысле. Она однозначно вас точно не хочет терять. Видимо, сейчас вы находитесь в ссоре. Может быть, она уехала к родителям, или там уехала с подружками куда-то отдыхать, или какие-то другие варианты. Здесь суть в том, что вот она за тот момент, пока вы там не общаетесь или напряженно общаетесь, она здесь очень много чего переосмыслила. То есть она понимает, что ваши отношения для нее очень важны, очень дороги, очень ценны. По этой причине она ищет возможность, как же можно с вами все-таки договориться, чтобы, как говорится, ни тебе, ни мне, чтобы найти какой-то компромисс. То есть, несмотря на то, что все-таки по сигнификатору вот аркан император, и несмотря на то, что здесь очень много болезненных карт повыпадало, все равно она понимает, что она эти отношения с вами терять не хочет. Да, вы здесь, видимо, много наплевали друг другу в душу, но она понимает, что в каких-то вещах она тоже была не права, она тоже была, как говорится, не права и ой-ой-ой, как где-то пересекла ваши личные границы. Поэтому, видимо, кстати, может быть, она с психологом работала, может, с кем-то обсуждала эту тему, потому что так как начался расклад и как он сейчас под финиш идет, то видно, что она прошла какой-то определенный путь в переосмыслении себя и вас. И она поняла, что все-таки ее эгоизм надо отодвинуть. Все равно, как бы вот она выбирает вас, а не свои эгоистические какие-то намерения, вот своего вот этого мужчину с металлическими яйцами. Да, здесь женщина вот будет бороться в переносном смысле, что она хочет сохранить эти отношения.
Поэтому большинство из вас, с кем резонирует этот расклад общий, здесь про то, что женщина после ссоры выйдет с какими-то выводами и будет готова мириться с вами и как бы пересматривать какие-то правила между вами, искать какие-то компромиссы для того, чтобы все-таки эти отношения развивались дальше и вы остались парой. Поэтому финал тут хороший. Так что вот так, ребят, вот так сегодня заканчивается расклад на очень такой позитивной ноте. Поэтому, кто себя узнал, здесь отличный прогноз. У кого срезонировал расклад, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в WhatsApp или в Telegram, просьба не звонить, только переписка. На этом все. Всем говорю, до следующих встреч. Пока.